Здорово. В прошлой серии я ходил по тюрьме, а сейчас я выбрался с тюрьмы. Напихал в инвентарь сыра. Можно бежать дальше. Ну или идти. Охранник. Что тебе надо, охранник? Как всегда, на посту. Иоганн верный товарищ. Да, хотел бы спросить. Боюсь, держись поближе. Поближе, держись в стороне. Давай поближе. У него пистолет. Пусть поближе. Вот будет винтовка, тогда можно подальше. Ну все, надо побазарить. Как всегда, на посту. Наверное. Как Нет? всегда. А что тут за карта? Ворота. В город. Шеф, подожди! Шеф, подожди! Ага, я просто прошел, получается. Возможно, из-за определенной прокачки так произошло и... Не знаю, но... К лесу. Ага, можно в лес какой-то пойти. А в город это, я так понимаю, вернуться туда, где я был в самом начале, в первой серии еще. Да, вот тачка. Карта открыта, вот кафе. Ага, понятно. Но, в общем, что я хотел сказать, что тот охранник, с ним можно поговорить, чтобы он пропустил. И там еще такой прикол какой-то, типа, мне не велено никого впускать, а... Что за грузовичок нарисован? Типа автомобиль личный на этой территории находится. Типа мне не велено никого не впускать. Но мы же выходим. И поэтому можно ему сказать, что я выхожу. Поэтому давай пока, какие проблемы. Картошка. Местная разновидность, я полагаю. Местная разновидность. Маленький танк. Выглядит Шеф, в точности как СДКФЗ-263. Какой маленький, миленький танчик. Другими словами, панцирь. Мать его, Ваген. Напомню, я нашел вот этого парнишу. И Иоганна. Или как его там. И ему нужно добыть документы фальшивые. Как можно скорее раздобыть поддельные документы, иначе Великий Вермахт, его бывший босс, не выпустит его из страны. Ну и меня в том числе. Ну и еще в тюрьме парниша один. Точнее, Пьер. Он рассказывал про карту нам. Он понял, что кто-то послушает под дверью, поэтому нам намекнул, что карта принадлежит Богу. Намек вот на что-то, наверное, на локацию. Там, где, наверное, какая-нибудь церковь или что-то типа того. Ну, еще вот сыр. Запись про сыр. Поговорив с Рене, а Рене это бармен в кафе, возле которого я нахожусь. Ну, или ресторан, что это. Ему можно продать сыр. Так что направляюсь напрямую к нему прям. Рене, здорово. Так. Вы видите владельца бара, который бывает исполняет еще и обязанности официанта. Он выглядит лет на 50. У него открытое веселое лицо и весьма солидное брюшко, напоминающее о том, что бар является одновременно средством и целью его существования. Он напевает французские песенки себе под нос и время от времени широким взглядом окидывает помещение. Вооруженный белой тряпкой, он посвящает остаток своего внимания обреченной на вечные поражения борьбе за чистоту бара и столовых приборов.
Привет, Рене, что новенького? Как насчет торговли? А еще у меня есть определенная проблема. Давай насчет торговли сначала. Да, насчет торговли, что здесь? Каждый раз, заходя в торговлю, ассортимент меняется, так что можно этим пользоваться. Что еще, учитывая, как тут быстро патроны уходят во время стрельбы, наверное, надо оружие разное дать персонажам. Ну вот один стреляет с пистолета и там еще с чего-нибудь. И другой стреляет с винтовок и еще чего-нибудь. Обрез дробовика. Это обрез дробовика. Уменьшенные размеры делают его более удобным и менее заметным, однако ценой сниженной точности. Лучше всего проявлять себя на очень коротких дистанциях. Но вот урон не показан. Не знаю, как посмотреть, кроме как того варианта, когда оружие в руки берешь и меняется в окне параметров вроде урон, который наносит главный герой. А еще вот какая проблема. Видишь, у меня есть Иоганн здесь. И я не могу продать то, что у него есть. То есть мне нужно перекладывать из его инвентаря в мой, а потом уже заниматься торговлей. Весело. Ну, собственно, что здесь? 2 хп восстанавливает, да, 2 хп. Ну, то есть это не деньги, это заряды. А деньги, вот написано, цена 16,88. У меня 250. Ну вот. Я такой, ну вот, а это уже другая цифра была. Ну тут вообще, смотри, сыр. Этот стоит 21,88. А, ну это уже другой сыр, так что тут понятно, почему цена другая. Сыр Тильзитер. Ну, короче, вот такой вот фигней надо будет заниматься. Вино, алкоголь, да, помимо того, что хп восстанавливают, еще увеличивают переносимый вес. Но, блин, оно занимает, смотри, сколько ячеек. 2. А бинт... Просто я вот думаю... Нужно мне с вином ходить или нет? Я думаю, нет. Ладно, разберусь со всем этим и вернусь. Ну, наверное, можно на патронах посмотреть. Да, вот патрон дробовику. Урон минимум 14, максимум 16. А на пистолете 2,12. Есть ружейные патроны. К охотничьему ружью Маузер. Минимум 6, максимум 36. Маузер 98К. Винтовочный. Минимум 2, максимум 12. Что-то мне... А в чем прикол винтовки? То есть как у пистолета. Только пистолет быстрее, чем винтовка, поэтому в чем смысл винтовки, я не понял. Типа, вот ружейный патрон, может быть, и стоило бы купить. То есть вот... Ты понял, да? Я про... Да, видишь, ассортимент уже другой. Может быть, эти патроны фуфло. Буду пользоваться ножами, а тот пусть с пистолетом стреляет. Продал я этот набор умельца, потому что он занимает 4 ячейки. А вот эти набор инструментов маленькие, они, если их расположить... Короче, 4 штуки будут больше давать, чем это, занимающая 4 ячейки. А вот сумка ветеринара, она лечит. И лечит на 45 единиц. 4 бинта, это 28 всего, а это 4 ячейки занимает и больше лечит, поэтому пусть будет. Вот я думаю, может каску взять, но у меня пока не хватает бабла, но ничего, я думаю, тоже что-нибудь потом появится. Противотанковая граната М1.
Требования ничего. Дальность 2 метра, урон 40. Бинт 10. Бинокль. Тейсовский бинокль очень полезная при разведке вещь. Шанс на попадание +1. Прикольно. Берет удачи. Берет довольно изысканный головной убор для военного времени. Простой и одновременно модный. Он поможет вам затеряться в толпе штатских. Требования: сила, ловкость, интеллект +1, удача +1, шанс на промах +1. Шанс на промах кому? Тому, кто носит берет? Ну, скорее всего, нет. Шанс на промах не потому, кто носит, а для него, как я понимаю. Кожаный ремень, затянутый вокруг талии, как у штангиста, поможет вам нести тяжелый груз. Сила +1. О, вот это интересно. Силу повышает, переносимый вес увеличивает. 168. Купить? Или он все равно потом где-нибудь выпадет? Ну, если что, куплю. Пока не буду. Хотя вот фонарик нашел, смотри. Электрический фонарик, благодаря которому вы можете видеть в темноте. Проблема в том, что вы тоже становитесь видны. Шанс на попадание +1. То есть мне. Ну и шанс на промах -2. То есть меня лучше видно, поэтому шанс на промах понижается, и в меня лучше попасть. Легче попасть. Но шанс на попадание для меня повышается тоже. Ну, странновато написано. Смотри, есть вот дробовик. Классический дробовик, хорошо сделанный и прочный. В нем 2 заряда. Изумительное оружие ближнего боя. 124 рубля. Шанс на попадание +1. Ловкость 6, интеллект 3. Обрез дробовика защиты. Это обрез дробовика, уменьшенный размер, бла-бла-бла. Удача +1, защищенность +1. Защищенность — это то, что дает ловкость. Смотри, здесь шанс на попадание дает. А здесь повышает защищенность и удачу. Блин, интересно. Дробовик. Ну смотри, дробовик — это класс винтовки. А обрез дробовика, обрез — это класс пистолеты. Патроны к дробовику. Я даже не знаю, чем. Наверное, удачу. Херак. Так, ну тогда мне нужны будут вот такие патроны. А сколько они стоят? 21 монета. Нам надо будет скупать тогда. Сосиска. Вкусный кусочек сосиски. Воняет зверским. Должно быть сделано немецким колбасником. Я думаю, что если бы мы съели такое количество чеснока с салом, мы обзавелись бы собственным биологическим оружием массового поражения. 12 здоровья. 4 ячейки занимает, блин. Так, нашел резиновую уточку. Милая игрушка, издающая при нажатии характерный звук. В опытных руках может стать очень опасным оружием. Ловкость 7, требования, интеллект 7, ловкость 7, обаяние -2. Ну и прикол. Ну и вот насчет брони, смотри. Нажимаешь, окно быстро пропадает, поэтому прочитаю тебе. Этот персонаж не может это надеть. С него не снять, не надеть ничего. Так что только мне. А он будет 36 килограмм носить. Зато у него инвентарь здоровый. А вот что я хочу в итоге-то оставить
Ну смотри, у меня, я купил обрез, относится к классу пистолеты. Пистолеты прокачаю, но у меня есть 2 очка. Я могу еще и винтовки заодно прокачать. Просто чтобы по одному уровню было. Вот. Только ради этого. Потому что ловкость уже высокая. Хотя можно еще поднять. Хотя вот я не знаю. Тут есть, наверное, какие-нибудь такие, знаешь, переходные. Наверное, не знаю. Так, обаяние. Может обаяние поднять. Может выносливость, чтобы побольше здоровья было. Хотя если по мне не попадают, то пусть будет так. Наверное. Килограммы переносимые вон можно повышать тоже. Поэтому, наверное... Но, знаешь, какое-то оружие там требования выдвигает свои, понял? Поэтому может вдруг не хватить там силы еще чего-то. И их нужно будет качать уже для того, чтобы какое-нибудь оружие в руки взять. Ну, наверное, для того, чтобы я был универсален в принципе. И тут даже рукопашным боем, наверное, полезно будет когда-нибудь. Да. А вот что прокачивает вот это, вот я не знаю. Ну, то есть холодное оружие 1. Что будет на 2? Наверное, знаешь, что я сделаю? Сохранюсь, проверю все. Холодное оружие на 2 поднял, ничего не изменилось. Да, напомню, у меня тут еще есть способность скрытность, могу прокачать. Враг имеет меньше шансов увидеть персонажа. Вы молчаливый зверь, прячущийся во тьме. Вы невидимы для врагов и тещи. Но... Я, в принципе, нацелен на ближний бой, поэтому меня все равно все увидят. Короче, я, наверное, качаю пистолеты, да? Способность использовать короткоствольное оружие. И винтовки. Оружие для людей, которые не любят активный отдых. Что толку бегать от одного врага к другому, когда их всех можно перестрелять, не покидая комфортабельного кресла? Способность использовать винтовки. Вот так. Теперь я универсален. Ну вот еще шерстяные перчатки выпали. У торговца я имею в виду нашел. Они улучшают мой захват. Шерстяные перчатки. Требования интеллект 3, сила 4, ловкость 4. Ловкость дает +1. Конечно. Вальтер ППК с глушителем и Вальтер ППК без глушителя. Это стандартный пистолет, оборудованный глушителем для проведения секретных операций. Однако, это приспособление снижает точность и останавливающую силу оружия ближнего боя. Используется на ближних дистанциях. Один из лучших маленьких пистолетов, использовавшихся немецкими полицейскими экипажами Люфтваффе. Он легкий, удобный, хорошо лежит в руке, имеет плавные контуры и мало выступающих частей. Его можно с легкостью скрыть под одеждой, благодаря чему это оружие часто применяется спецслужбами. Хорошая точность и скорострельность. Прикольно. Так, патроны к дробовику. Я так набираю патроны к этому дробовику, а потом выяснится, что это что-то не то и вообще параша какая-нибудь. Ну, ничего, не обеднею я, они стоят всего по 21, я там покупаю их вроде бы как. Так, что еще здесь? Да, вроде бы все. Во, охотничий нож, наверное, возьму. Учитывая, как быстро он ломался. Можно еще каску взять. Не знаю, как думаешь? Взять, не взять, она же может выпасть. Все, наторговался. Привет, Рене, что новенького? Рене оглядывается в ужасе. «Мсье», — шепчет он, — «я не знаю, как вам удалось удрать от немцев, но, пожалуйста, я хочу жить. Пожалуйста, мсье, оставьте меня в покое». «Ну хорошо, хорошо, я хотел всего лишь заказать что-нибудь». «У меня проблема, мне нужно связаться с сопротивлением». Рене, который в этот момент сглотнул, начинает очень впечатляюще кашлять, заглушая все разговоры и на время привлекая к вам обоим внимание всей клиентуры. Вы услужливо хлопаете его по спине. Шум в кофейне возобновляется. «И кто же сказал мсье, что у меня есть связи с сопротивлением?» – спрашивает он, обтирая вспотевшее лицо своим до сих пор белоснежным фартуком. «Возможно, он испытывает вас?»
О, никто. Вы просто похожи на человека, который все знает. Рене бросает на вас обиженный взгляд. Мсье, наверное, шутит. Ну ладно, лучше я что-нибудь закажу. Чудесно, мсье. Так, и что тут заказать? В голову не приходит ничего, я пошел, а там можно информацию было, ну подожди. У меня есть определенная проблема. Рене бросает... Так, он шутит. Ладно, информацию. Так, у меня много информации. Но он просто так не собирается болтать, запугать его. Вроде это все было уже, да? Вообще тут дальше можно походить, вот алкаш. Так, я принял за кого-то другого, разговаривал. С тобой я вроде не говорил. Картина. Прекрасный пейзаж. О, да тут и надпись есть. Техасский фермер за дойкой. Да. Да. Зеркало. Последний раз его чистили, когда Наполеона разбили под Ватерлоу. Ведро. Сляпано профессиональным кустарем. Котел. Краны. Источник всех приключений. Пианино. Зильберштейн и сын. Похоже, гонения на евреев не распространяются на пианино. Пианист. Звуки пианино неумолимо притягивают вас в угол кафе. Пианист сидит погруженный в свою игру за неким невероятным, порезанным ножами и залитым вином инструментом, на долю которого явно пришлось немало кабацких драк а-ля Франсаиси. Ему около 40, и опыт уже наложил свой отпечаток в виде тонкой сети морщин на его длинное лицо. Вы нависаете над ним, наблюдая за его руками, но ничто не может сбить этого старого тапера с ритма. Он полностью игнорирует вас, а его пальцы грациозно танцуют по клавишам. Должно быть, он сменил уже не один бар, а то и не один континент. Привет, можно я послушаю? Так, вы прекрасно играете, а что это за мелодия? Здравствуйте, мы с вами нигде не встречались? Хендехох, шипите вы, тыкая ему пальцем в спину. Извините, ошибся. Здравствуйте, мы с вами нигде не встречались? Так, прекрасно играете. Старая кабацкая песенка, говорит он, расплываясь в улыбке, написанная одним немецким композитором из Бреслау. А, я так и думал. Так. Мы с вами нигде не встречались? Мое имя ничего вам не скажет, флегматично говорит пианист. Но неважно, он улыбается, меня зовут Сэм. При звуке этого имени вас охватывает ничем не объяснимый приступ то ли веселья, то ли удивления. Сэм? Переспрашиваете вы, подавив смешок. Ну ладно, сыграй это снова с... Вы начинаете. Сыграй это снова с... внезапно останавливаетесь, потому что с каждым вашим словом его лицо принимает новый оттенок. Сначала оно зеленеет, потом краснеет, потом еще краснеет, потом лиловеет, проходя все стадии развития свеклы. Ладно, я пошутил, говорите вы, пытаясь не дать ему взорваться. Понятия не имею, откуда это взялось, добавляете вы. Мсье понятия не имеет, взрывается он. Да как же вы объясните тот факт, что за последние несколько недель каждый, кто останавливался рядом со мной, начинал разговор приблизительно так же, как и вы, а завершал одним и тем же. Сыграй это снова, Сэм. Сыграй это снова, Сэм. Сыграй это снова, Сэм. Он аж посинел от злости. И неделями я это выслушиваю. Я слышал эту фразу, приправленную вином, сыром, чесноком, оливками, прокисшим пивом и свиными ножками по-баварски, орет он. И вот, я сижу, патетически восклицает он. Я сижу, и я играю, и вы не поверите. Это длится уже несколько недель. Я все играю и играю одну и ту же вещь. В конце концов, как вы все и просили. И все из-за какой-то забегаловки Марокко, горячо завершает он. Извините, бормочете вы, но может быть вы могли бы сыграть что-нибудь другое. Пианист заметно приободряется. Что, например, спрашивает он. Лили Марлен. Что-нибудь авангардное. Прири Жеквюс. Угу Реминор Иоганна Себастьяна Баха и тему из Индианы Джонса. Вообще вот это вот все ни о чем мне не говорит. Отвечу ему тему из Индианы Джонса.
Тем более я здесь ищу какую-то картину или артефакт моего друга, который меня сюда позвал, или что-то типа того. Короче, Индиана Джонс. Я стал Опа. сильнее. 50 опыта дали. Он пробует несколько нот. Скукота, говорит он, и продолжает играть то, что играл до этого. Ну, если вы так считаете. Так, привет, здравствуйте. Ну и все, получается, извините, ошибся. Прикольно, а у кого там... У кого там? Уровень. Уровень у тебя. У него пистолеты есть, у него рукопашный бой есть, у него нет холодного оружия. И вот если у него... Да, вот ему бы тоже ножик. С другой стороны, ему бы и ловкость тоже не помешала бы. С другой стороны, он может и кулаками замочить. Да и пистолет. Я думаю, он популярен, достаточно врагов будет. Давай-ка ловкость ему вкачаю, да? Силы мало. А, слушай, если я захочу ему давать нож. Помнишь, там какой-то нож охотничий? Сила 5, а у него 3. У него выносливости много. То есть у него здоровья много. Ну, интеллект 6. Ловкость 7, а сила у него аж 3. То есть мне как минимум силу надо повышать, если я ему хочу дать тот охотничий нож. Так, а что же ему поднять раньше? Ладно, по оружию я успокоился, в принципе. Но холодное оружие нужно качать только после того, как сила будет 5 минимум. Ну и ловкость хочется поднять, чтобы в него как можно меньше попадали. Ладно, давай сейчас я вкачаю силу. Хорошо? Сила 4. Пусть будет. Принять изменения. Так. Фонарь. Интересно, газовый или электрический? Фонарь, окно. Я ничего не вижу. Оно слишком высоко. Ладно, давай с водителем побазарю. Пьер, шофер, который доставил вас сюда, выглядит убитым. Даже его лихой берет и яркий парижский шарф не способны придать бодрости его лицу. Он пристально вглядывается в капот машины, безнадежно рассматривает кучу металлолома, которая когда-то была его чудесной машиной. Когда он замечает вас, то бросает на вас умоляющий взгляд. «О, мсье, не могли бы вы хотя бы попытаться что-нибудь с ней сделать?» – просит он. Подумав секунду, он добавляет: «Если вам удастся в одном, вы можете быть уверены, мы с моим фургоном будем в полном вашем распоряжении. Куда бы вы ни направились, мы довезем вас». Конечно, но знаете, что я помогаю любому вне зависимости от национальности, цвета кожи или вероисповедания, и ничего не прошу взамен. Ну ладно, я помогу, но я уверен, вы поймете меня. Не бесплатно. Так, как ему сказать? Думаю, все-таки не бесплатно. Шофер широко улыбается. Мне кажется, что моя готовность сотрудничать с вами и вытащить вас из этой дыры уже достаточная компенсация. И, не переставая улыбаться, он холодно добавляет: потому что без меня вы застрянете здесь. Ну ладно, я позабочусь об этом, так или иначе. Так, что ты там записал? Куча металлолома на рыночной площади. Да, альтруизм — прекрасное качество. Особенно, когда он сулит прямые и реальные выгоды. Мы только что согласились помочь водителю старого грузовичка, который привез сюда босса. Босс так запудрил ему мозги, что взамен шофер согласился доставить нас, куда мы пожелаем. Мой босс умеет убалтывать народ, по крайней мере иногда, потому что вообще-то, когда он открывает рот, я не знаю, смеяться или плакать. Ну ладно, теперь необходимо определить причину клинической смерти грузовичка и провести успешную реанимацию. Фургон. Что за куча мусора? Куча мусора.
Да, ну, то, что стоит перед вами, человек с изрядной долей фантазии мог бы называть фургоном. Если вы еще и оптимист, вы даже могли бы попробовать определить это как Citroën. Однако некоторые его части принадлежат другим маркам. Двери от Renault, бампер и нижняя часть кузова в одной из предыдущих инкарнаций служили Chevrolet. Дальнейший осмотр показывает, что помимо неравного брака между Chevrolet и Citroën, внесшего основной вклад в концепцию этого Франкенштейна, в проекте принимали участие и совсем уж посторонние объекты. Выхлопная труба сделана из сливного колена. Кроме того, замечены пеньковая веревка, наковальня и оригинальная деталь от нагревательного прибора, в просторечии именуемого печкой. Поднять капот. Залезть под машину. Может быть, стоит пойти поискать механика? Тщательно обследовать машину. Возможно, вы обнаружите поломку. Поднять капот. К сожалению, это не сработало. Похоже, вам придется искать другой способ. Залезть под машину можно. Вы ложитесь на голый булыжник посреди разбросанных в художественном беспорядке следов жизнедеятельности ушасто-копытных домашних животных и заползаете под фургон. Там темно и холодно. Масло каплет отовсюду и еще воняет бензином. Давайте-ка посмотрим поближе. Опыт дали. Вы еще сильнее наклоняетесь над двигателем. Пытаясь не выпачкаться в масле, грязи и бензине, вы фокусируете свое внимание на подозрительные детали. Похоже, что вот она, причина проблем с машиной. Стукнуть по нему со всей силы. К сожалению, это не сработало. Похоже, вам придется искать другой способ. Тщательно обследовать машину, возможно, вы обнаружите поломку. Записал что-то. Как в тумане, вы вспоминаете рассказы ваших друзей-автолюбителей и их вечные проблемы с сальниками. «Нет проблем», — говорите вы, повернувшись к водителю. «Все будет в порядке, только нам нужен новый сальник. Я постараюсь что-нибудь придумать», — говорите вы отчаявшемуся французу, похлопывая его по плечу. И мы отправились в поход, туда, где бродит дикий сальник. Срочно требуется сальник. Ну, что касается этой старой колымаги, то тут все ясно. Сальник накрылся. Мы должны найти новый, если мы хотим отсюда убраться. Сохранюсь на всякий случай. Антон. Какую красоту создает обычное давление? В центре площади, напротив кафе «Аннет», вы видите старый фонтан. Это сложенная из песчаника реликвия времен Римской империи. Фонтан выглядит исключительно ухоженным. Видно, что это местная достопримечательность. Вода лениво струится вниз, наполняя окрестности умиротворяющим журчанием. На дне бассейна под водой что-то поблескивает. Ваше внимание привлекает затейливая резьба, которой покрыт фонтан. Попить водички. Заглянуть в бассейн. Присмотреться к орнаменту фонтана. Немного посидеть у фонтана. У меня нет времени восхищаться грудой мокрых камней. Я пошел. Так. Присмотреться к орнаменту. Резьба на фонтане несколько стерлась, но без сомнения восходит к временам Римской империи. Вы предполагаете, что она изображает сцены бойни и резни, проводимой цивилизованными римлянами среди диких галлов. Вы можете разобрать надпись. Надпись? Чушь. Я пришел сюда не для того, чтобы читать надписи на старых фонтанах. Понятно. Так. Заглянуть в бассейн. На покрытом налетом водоросли дне фонтана лежат различные предметы, множество монеток и некий продолговатый объект, застрявший между плитками песчаника. Продолговатый? В каком смысле продолговатый? Посмотреть на монеты. Монетки должно быть брошены сюда наивными и суеверными туристами, надеющимися вернуться сюда когда-нибудь. В основном вы видите сюрприз-сюрприз, немецкие пфенинги и множество французских сантимов. Но есть, к вашему удивлению, и серебряный четверть доллара. Собрать все до последнего пфенинги. Ими можно платить, не вызывая подозрений. Я возьму сантимы, их тут больше всего. Доллары, твердая валюта. Так, угу. Можно платить, не вызывая подозрений. Вы осторожно наклоняетесь над фонтаном и собираете немецкие пфенниги. Их не очень-то много, но лучше они будут у вас в кармане, чем вот так вот валяться на улице.
То есть в фонтане. Достаточно. Так, заглянуть. Продолговатый предмет. Продолговатый предмет, похоже, крепко заклинило между двумя каменными блоками. Он довольно длинный. На одном конце у него рукоятка, а дальше начинается застрявшее в щели лезвие. Лезвие? Щели. Лезвие. Секундочку, люди, это же нож. Дождаться, пока никто не будет смотреть в вашу сторону, и быстро вытащить нож. Да ну его, наверняка он тупой, не стоит напрягаться. Так, дождусь, пока никого не будет, и вытащу его. Тихо насвистывая, вы оглядываетесь, дожидаясь нужного времени. Вы смотрите налево, потом направо, и поймав момент, когда никто не смотрит, быстро хватаете нож. Ну тут крики охи-ахи. Вы тянете с удвоенной энергией, но, к сожалению, единственным результатом этого является... Ну, вообще-то даже и единственного результата нет. Ну ладно, сейчас не вышло, но я еще вернусь. А, все? Не получилось? Попить водички. Попить? Нет ничего лучше воды для страдающего от жажды, но, к сожалению, вы не так уж страдаете от жажды, и вкус у воды определенно подозрительный. Похоже, она приходит сюда прямо из ближайшего ручья. Выплюнуть немедленно. Пить дальше, это всего лишь легкий металлический привкус. Так, легкий привкус, ну-ка. Ладно, угощайте сколько угодно этой сомнительной водой. Вы пили в своей жизни много всякого, но, несомненно, это первый случай, когда в состав питья входит вода из речки под Аннет. Вас всегда уважали за умение довести дело до конца и редкую живучесть. Может ли быть более подходящий повод проявить эти качества? Продолжать пить. К 7-му глотку она вам начнет нравиться. -2 здоровья. Ну вот, пожалуйста, вы продемонстрировали свое упрямство. Посмотрите вокруг. Может, найдете еще кирпичную стену, об которую так удобно биться головой. Во всяком случае, эта вода вам явно не помогла. Ну и что, по крайней мере, я залил баки. Так, немного посидеть у фонтана. Ах, как краткая передышка после трудов и невзгод путешествия на старом Ситроене. Вы сидите на бортике фонтана и созерцаете окружающий вас блаженный мир маленького французского городка. Вы позволяете спокойному журчанию фонтана наполнить ваш слух, и люди, проходящие мимо, вдруг кажутся как-то дружелюбнее. Посидите еще немного. Вы сидите еще некоторое время, пристально глядя на текущую воду. Через несколько минут у вас появляется впечатление, что за вами следят. Я сматываюсь. Я так и знал, что под лежачий камень вода не течет. Быстро оглянуться. Оглянусь. 25 опыта дали. Вы вскакиваете, озираетесь кругом. И успеваете заметить исчезающий за углом силуэт. Вы могли бы поклясться своей бабушкой, что это был некто, одетый в черный кожаный плащ, что безошибочно указывает на агента гестапо. Опять он, что ли? Черт. Интересно, что им надо? Мне придется держать ушки на макушке. Так. Можно еще раз посидеть. Так, посидеть еще немного. За мной следят, я сматываюсь. И все. Крестьянин. Вы видите совершенно неописуемого французского крестьянина. Он одет в рваные лохмотья, оставшиеся от того, что когда-то было праздничным костюмом, а теперь стало повседневной одеждой. Он смотрит на вас лениво, но не без некоторой доли затаенного любопытства. Он поворачивается к вам. Да? Я ищу автомобильную мастерскую. Тут поблизости есть такая... Записал. Человек взрывается хохотом. Автомастерская? Выдавливает он между приступами смеха. Единственная автомастерская во всем городе — это похоронная контора мсье Альфреда. Он поворачивается и показывает пальцем. Это на восточной стороне площади. Я имею в виду, единственная машина в Аннет была у мсье Альфреда, пока не поломалась к чертям собачьим. Да. Итак, единственная машина, что когда-либо забредала в эту глушь, давно уже покойница. Очаровательно. Я никогда ранее не получал такой полезной информации, но, боюсь, мне пора идти. Машина Альфреда. Мы выяснили кое-что интересное насчет мсье Альфреда, местного воротилы погребального бизнеса. Предположительно, он являлся владельцем некоторого транспорта. Точнее говоря, машины. Возможно, у него до сих пор остались запчасти, которые могут пригодиться.
На востоке это типа где-то здесь? Или это не тот восток? Поработал над пиццей. А вот я с музыкантами вроде базарил уже в прошлый раз, не помню. Мое пиццикат. Да-да-да, я уже с ними там ля-ля было. Чем твое легато? Последним фа. Счет. Телега. А вон Примитивные Альфред. транспортные средства. Примитивные транспортные средства. Ух ты. Смотри. Потому что рука соскользнула. Изумительно, такая большая и цилиндрическая. Мажор. Вы стоите перед похоронной конторой и пялитесь на афишную тумбу. Она заклеена разнообразными объявлениями. В большинстве своем это анонсы фильмов. Большое количество рекламок похоронного бюро. Вы видите, что хозяин бара тоже не сидел сложа руки, а некоторые афиши местами украшены уведомлениями СС. Просмотреть киноафиши. Потрясающе, большинство представляет собой анонсы немецких пропагандистских фильмов, но вы замечаете и другие. Зачем мне эти афиши? Я не собираюсь тратить время на вражескую пропаганду. Время двигаться дальше. Так, поближе взглянуть на афиши. Вы просматриваете одиночные афиши. Как правило, они ничего из себя не представляют, но постойте-ка, минуточку, бормочете вы. Ваше внимание привлек один из исключительно тупых нацистских плакатов, представляющий какого-то немецкого солдата с какой-то железякой, бегущего по направлению к какому-то горящему сараю. Разумеется, не эта картина зацепила ваш взгляд, а отогнувшийся уголок. Афиша была на редкость криво приляпана, открывающий нечто странно знакомое. Отодрать афишу. Да в самом деле, хватит уже пялиться на эту нацистскую пропаганду. Отодрать афишу. Вы подходите ближе, пытаясь заслонить плакат своим телом. Вы ждете, пока никого не будет поблизости, быстро оглядываетесь и, насвистывая лучшую из своих мелодий в стиле «Я ничего такого не делаю, правда, гражданин начальник», срываете афишу. Вы тихо произносите «Мать моя женщина», не слишком-то веря своим глазам. Там, под шедевром, вы видите афишу, рекламирующую великого диктатора Чарли Чаплина. На ней изображен Чаплин в виде карикатурного Гитлера, на которого он поразительно похож. Причем поза его абсолютно точно копирует архитектора Третьего рейха. Быстро это может пригодиться, сорвать ее и спрятать. 50 опыта. Придется начать сначала. Вы уже начали находить удовольствие в срывании афиш. Одним движением вы снимаете немецкий плакат. Тихо шух, и Чарли отправляется в ваш рюкзак. Это мне пригодится, я уверен. Время сматываться. Потому что рука соскользнула. Эту афишу выкидывать не надо, она где-то может пригодиться. Афиша с Чарли Чаплином в роли диктатора, маленькие усики и великолепная темно-коричневая форма. Он удивительно кого-то напоминает. Кого бы это? Так, прочитать рекламу похоронного бюро. Записал. Недорого, быстро, надежно. Ритуальные услуги. Аннет Пляс де Тёп 3. Гласит она жирным, бросающимся в глаза шрифтом. Внизу приписка. Спросите мсье Альфреда. Реклама возбуждает в вас некоторое любопытство. На что может быть похоже похоронное бюро, если оно делает главную ставку на дешевизну, гордится своей скоростью, а в самый хвост равнодушно ставит надежность? Ну, надеюсь, я доживу до того, чтобы это выяснить, думаете вы. А затем с отчетливым скрипом извилин и хрустом нейронов в голове, что я говорю? Если я доживу, я не выясню, а если нет, вы опять останавливаетесь, пытаясь это осмыслить. Хватит об этом, бормочете вы, сдаваясь. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что он не разорится на своих недорогих похоронных церемониях. Посмотрим на другие объявления. Так, кафе, это интересно. Кафе Аннет. Все, кто чувствует себя истинно французом в душе, смогут насладиться прекрасной атмосферой нашего великолепного, расположенного в центре заведения. Рене приглашает вас отведать наши вина, пиво и местные сыры. Слово «сыры» везде перечеркнуто или стерто. Никакая разлука не будет слишком короткой, чтобы не соскучиться по старому Рене. Говорите вы себе и поворачивайте в сторону бара. Почитаем еще что-нибудь. СССРские листовки. Должно быть, это угрозы или списки расстрелянных жителей. 75 опыта. С некоторым удивлением вы читаете.
Люди Франции, встаньте плечом к плечу с великой немецкой нацией в битве за новое будущее. Скоро в замке Аннет начнется запись в новую дивизию СС, которая учреждена специально для вас. Это ваш шанс проявить себя. Подпись Хельмут Хагенбах, капитан дивизии СС Готисблуд. К счастью, я не француз, так что меня это не касается. Хватит этой пропаганды, а то я стану таким же тупым, как все они. Интересно, теперь прочитаем что-нибудь другое, но я уже все прочитал. Опыт. И получился мимо... Скоро будет. Уровень скоро будет. Наверное, из-за тебя у струнных вышла такая какофония. Гроб. Дуб. Дуб. 2 раза нажимаю, потому что я нажимаю сначала левой кнопкой, чтобы он что-то сказал, Надписи а правой это чтобы что-то сделать, Надписи пока если нет. возможно. Окно. Посмотри немного. Посмотри немного. Черт, закрыто. Альфред. Цилиндр и длинный черный плащ в сочетании с элегантным фраком. Ошибиться невозможно, это должен быть мсье Альфред, местный распорядитель похорон. В ореоле нервозности он бесцельно кружит среди своих гробов, как будто не зная, куда себя деть. Увидев вас, он останавливается. Вы замечаете, как тень любопытства промелькнула на его лице. Однако оно остается неулыбчивым и полным вежливого спокойствия, так необходимого в его профессии. Он поворачивается к вам. Чем я могу помочь вам, мсье? В общем-то, я просто хотел спросить, как продвигается бизнес в эти опасные времена. Я слышал, что у вас была машина, у вас не осталось от нее запчастей? Опа, не туда попал. Про машину спрошу. Мгновение Альфред выглядит чрезвычайно удивленным. Действительно, бормочет он. Когда-то я владел автомобилем, но, к несчастью, он вздыхает. Он развалился. Так что я сделал из него наружные ящики, чтобы вырастить в них редкую разновидность монстеры. Вы должны знать, продолжает он, поворачиваясь к вам. Она очень капризное растение. Недавно я пытался пересадить ее. Я хотел спросить, что с вашей машиной? Хоть что-нибудь осталось от нее? Да, продолжает Альфред. Но это ничто по сравнению с ямайской примулой. Он начинает помахивать пальцем в воздухе, как никогда увлеченно. Линней назвал этот вид Примулус бла-бла-блакунус, и она невероятно привередлива по отношению к кислотности почвы, которую ее высаживают. А что касается пересадки, Иоганн, нам пора сматываться. Похоже, я узнал много нового, но, к сожалению, исключительно о выращивании комнатных растений. Так. У него... Так, а давай про бизнес спрошу. Как продвигается бизнес в эти опасные времена? Бизнес? Удивленно переспрашивает Альфред. Как вы думаете, движется похоронное дело во время войны? Оно процветает? На секунду отстраненная, сосредоточенная маска спадает с его лица, на котором от уха до уха расплывается то, что можно назвать улыбкой. Почти сразу же его физиономия приобретает прежнее серьезное выражение. Да, мсье, и вот поэтому у меня теперь меньше времени, которое я могу уделить своему любимому занятию. Он вздыхает так тяжко, как умеют вздыхать только распорядители похорон. Я точно знаю, что ничем хорошим это не кончится, и тем не менее спрашиваю. А что это за занятие? Вздох. Я выращиваю комнатные растения, выпаливает Альфред, причем вам кажется, что он только и ждал этой возможности. Все дальнейшее он проговаривает со скоростью пулеметной очереди. Вот, например, положите растения, начинает он. Неважно, плющ это лоза или же обыкновенный хмель, им всем нужно определенное количество нутриентов. Лучше всего органические удобрения, а не это новомодное искусственное... Впрочем, и вот они, сердцем завершает он. Вы слушайте дальше, борясь с дремотой. Да, продолжает Альфред. Но это ничто по сравнению с ямайской примулой. Он начинает помахивать бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это уже все было. Иоганн, нам пора. Короче, походу, чтобы получить что-то от него... Кого там? Сальник, во. Мне нужно что-то ему связанное с растением дать, да.
Так, это на другую территорию? А, на кладбище. Подожди с кладбищем. Игрок. Мы вплели туда колючую Крестьянин. проволоку. Дверь. Крестьянин. Ставни. А, это все ставни, ставни, ставни. Типичные французские ставни. А, ну это уже бар, я понял. Типичный французский. Получается здесь, да, игрок. И дверь. Вы подходите к троим мужчинам, стоящим рядом с букинистической лавкой и погруженным в разговор. Какая... А, вот это лавка книжная, да? Это типичные представители городского среднего класса. Грязноватые костюмы довоенных времен, французские усики и самоуверенный вид. Они выглядят как ветераны Первой мировой и, очевидно, предаются общим для них воспоминаниям о военных приключениях. Когда вы подходите ближе, они прерывают свою беседу и вопросительно смотрят на вас. «Бонжур, мсье», — говорите вы, пытаясь завязать вежливый разговор. «Вы тут не видели сальника случайно?» — спрашиваете вы, почесывая в затылке. «Опа, простите, не тот этаж». Так, поздороваюсь. Услышав такое приятное обращение, они светлеют лицами. «Бонжур», — отвечает старший, который, похоже, имеет счастье главенствовать в этой троице. «Я Жан-Поль», — представляется он. «А это Морис и Андре», — добавляет он, показывая на остальных. «Вы вежливо называете себя». «И что же привело вас в наш скучный маленький Аннет?» — спрашивает Жан-Поль, разглядывая вас. «Я приехал сюда по просьбе друга, но пока что нашел одни неприятности, причем с самого начала». Другой вариант, а вам-то что? Еще один. И почему вдруг скучный? Здесь так много интересных памятников старины. А, по правду говоря, я и сам не знаю. Так, ну почему скучный? Много интересных памятников старины. Так, а еще по просьбе друга приехал. Почему скучно? Он не скучный. Француз еле заметно улыбается. «О», — весело говорит он, — «держу пари, что мы тоже попадаем в эту категорию». К сожалению, он спускает глаза. Все, что нам осталось, это перебирать наши скучные старые истории. Нам, ветеранам Вердена. Сила и убежденность в его голосе нарастают и достигают кульминации на фразе «Мы даже не можем сыграть в шары, нашу любимую игру». «А почему так?» — удивленно спрашиваете вы. «Мсье», — француз оживляется на глазах, — «если говорить без околичностей, нам нужна помощь». Он умоляюще смотрит на вас. «Да, конечно. Вообще я помогаю всем без исключения, не требуя награды. Такая уже у меня натура», — гордо сообщаете вы. «Ну, я не знаю. На самом деле мне пора идти, пока. Сначала расскажите мне, в чем дело». «Ну, видите ли, случилась ужасная вещь», — начинает француз. «Каждый день мы с друзьями играем в шары на этой площади. Это наше единственное развлечение». На мгновение он умолкает. «Но несколько дней назад наши шары исчезли», — продолжает он. «Мы всегда оставляли их под деревом, потому что, ну, кому они нужны?» Он останавливается и смотрит на вас. Мсье бродит по городу, разыскивая бог знает что, и если бы он случайно нашел по пути наши шары, мы были бы чрезвычайно благодарны, завершает он с надеждой, глядя на вас. «Ладно, я сделаю, что смогу». «Шары? Шарики? Нет, джентльмен, я служу высшей цели. Прощайте». «Ладно, сделаю, что смогу». «Это просто чудо», — радостно восклицает он. «Мсье не пожалеет». «Ладно, ладно». Но я поскакал. Но круче всего мы подшутили. Способы удобрения растений. Мсье Альфред. Мы набрели на похоронное бюро. Этот ныне процветающий бизнес находится в руках некоего мсье Альфреда. Нам пришлось познакомиться с ним поближе. В городе он должно быть вторая по важности персона после бармена. Конечно, не считая командира местного подразделения СС. Но он вроде бы проходит вне конкурса. Способы удобрения растений. Этот Альфред просто с ума сходит, когда дело касается всяких растений. Он может говорить о них бесконечно. Невозможно сбить его с этой темы. Наверное, придется принести ему что-нибудь об удобрениях, если мы хотим задобрить его. И
Национальная шариковая лига Франции. Сегодня на рыночной площади мы встретили 3 ветеранов Первой мировой, и они попросили нас о помощи. Кто-то позаимствовал их шарики Боке, или Боке, которые они использовали для идиотской местной игры. Они полны отчаяния, это было их единственное развлечение в этой забытой богом дыре. В любом случае, я обещал им, что если я наткнусь случайно на эти шарики, я им принесу их. Ну все, остается только это место, да? Книжный шкаф. Если будет время, обязательно почитаю. Стопка книг. Стопка книг. Куча свитков. Господи. Карта. А это не иначе Югославия. А это не иначе Югославия. Букинист. Дверь. Нельзя же так просто вламываться. А, это Веди себя прилично. стопка книг. Выглядит очень старой. Стопка книг. На самом верху руководство, как делать деньги на компьютерных играх, не платя программистам и дизайнерам. Авторов знают все. Это ДА, ВК и АЧ. А теперь гадай, кто это есть. Конторка. С близкого расстояния конторка выглядит крайне интригующе. Она сделана из дерева очень красивого, глубокого вишневого коричневого цвета. В ней масса разнокалиберных ящичков и других углублений. Верх конторки занимают несколько книг и незаконченные кроссворды. Свидетельство того, что букинисту скучновато сидеть здесь целыми днями. Вы замечаете, что ваш интерес к конторке не прошел незамеченным. Букинист, хотя и слоняется по всему помещению лавки, наблюдает за вами, как никогда бледный и нервозный. О, не вздумай, я не вор, я не собираюсь рыться в чьей-то чужой конторке. Ради книг? Очень интересно. Может быть, здесь про удобрение что-то можно найти. Букинистическая лавка от пола до потолка забита книгами, рукописями и картами в невероятных количествах. Все они припорошены обычным для подобных мест слоем пыли. Книги занимают не только полки, но и столы, а также живописными стопками лежат на полу. Это не знак неуважения, а скорее следствие того факта, что местные книгосодержащие емкости давно уже переполнены. Похоже, владелец лавки из тех людей, что неохотно расстаются со своими разношерстными приобретениями. Продавец книг кружит среди этого беспорядка, типичный, ничем не примечательный француз. Его лицо выражает явное удовлетворение, как будто он только что покончил с делом, которое Бог знает, сколько времени терзало его. Простите, я хотел бы что-нибудь купить. Просиявший француз поворачивается к вам. Серьезно? Вы не шутите? Изумляется он. За 4 года еще никто не купил у меня ни единой книги, продолжает он с чувством и, немного помолчав, добавляет. Разве что мсье Альфред, наш похоронный распорядитель, и тот покупает книги только про удобрения. И чем я могу помочь вам? Спрашивает он. Мне бы хотелось купить книгу. Ну на самом деле я просто пошутил, но я поскакал, чао. Мне бы хотелось купить книгу. Ага, говорит он с ноткой гордости в голосе. У нас есть много книг, старых и новых, специальных пособий и даже детективов. Его рука описывает большой круг в воздухе, указывая на полки, ломящиеся от книг. Что конкретно вам нужно? Робин Гуд, говорите вы. Я хотел освежить в памяти страницы своего детства. Так, а ничего в последнее время не сдавалось про удобрения? И что-то ничего на ум не приходит. Про удобрения есть что? Так, можно, пожалуйста, вернуть? Я же не вижу. Удобрения? Он чуть не задохнулся, его голос напоминает вам кулдыканье индюка. Он подпрыгивает вверх, но секунду спустя тяжело падает в свое кресло. Боже! Стонет он и тянется за пузырьком, в котором, скорее всего, содержатся какие-нибудь таблетки от сердца. Он вынимает одну и трясущимися руками запихивает ее в рот. «Я собираю исключительные раритеты, первые издания, уникальная коллекция», произносит он со все возрастающим гневом, и затем выстреливает со скоростью МГ-42. Единственная вещь, которую спрашивают покупатели, это книги об удобрениях. Воцаряется неловкое молчание. Несколько секунд спустя букинист выпрыгивает из своего кресла, подбегает к полкам и достает из их недр маленькую позеленевшую книжку. «Вот, пожалуйста, можете взять это бесплатно», — говорит он, всовывая книжку вам в руку. «Это последнее, что у меня осталось на эту тему. Клянусь, я никогда в жизни больше не закажу ничего подобного, даже если это разорит меня. Спасибо вам, несмотря на все. Наверное, мне лучше уйти». Так,
Кстати, есть еще одна возможность получить эту книгу. Во-первых, вроде просто купить, если я не ошибаюсь, а во-вторых, ее можно было из конторки стащить, так как я вор. Но получилось как-то вообще иначе, он просто отдал мне бесплатно, потому его это все утомило. Это идиотская книжка, написанная каким-то голландцем Иоганном ван дер Моо и озаглавленная «Органолептическое исследование структуры и консистенции органических удобрений». Абсолютно никчемная. За каким хреном она может понадобиться? Будь моя воля, ни за что бы не стал с ней таскаться. Только место занимает. 1 килограмм. И все? Что-нибудь купить? Купить книгу? Не хочу я Робин Гуда покупать. Прекрасная погода. Да, чудесная, отвечает он с улыбкой, после чего возвращается к своим бесцельным блужданиям по букинистической лавке, напевая себе под нос какую-то веселую французскую песенку. Извините, что спрашиваю, но чему это вы так рады? Должно быть, для этого есть причина. В конце концов, времена сейчас далеко не счастливые. Что? Он удивленно смотрит на вас, а затем, помолчав немного, снова принимает веселый вид. Действительно, говорит он, я счастлив и по совершенно особой причине. Он берет крайнюю книгу из ближайшего ряда и рефлекторно начинает сдувать и стряхивать пыль с обложки. Наконец-то мне удалось заткнуть этих мерзавцев за окном. Кого вы имеете в виду? Вы говорите об этих 3 ветеранах? Эти 3, его голос на мгновение искажается завистью и злобой. Сколько себя помню, они торчали там, на площади, и весь день напролет резали свои чертовы шары. Он прерывается, чтобы грозно выругаться на французском. Потом он успокаивается, и улыбка возвращается на его лицо. Она даже становится еще шире. Я не знаю, о чем вы говорите, но постараюсь это запомнить. Но может мне купить кое-что? Так, купить. Я поскакал. Национальная шариковая букинист вел себя очень странно. Ему явно не нравятся 3 парней, что болтаются под его окном. Я начинаю подозревать некоторую связь между ним и исчезновением шариков в боке. А может быть, в конторке это все лежит? Конторка. Время поближе познакомиться с содержимым конторки. Осторожно склоняясь над конторкой, вы буквально чувствуете горящий взгляд, которым буравит вас антиквар. Если вы собираетесь осмотреть содержимое этой детали интерьера, неплохо бы как-нибудь отвлечь его внимание. Вы снова оглядываете лавку. Помимо показной зевоты Иоганна, вы также замечаете дверь, ведущую на склад. Вы должны как-то это использовать. Вы опять смотрите на конторку, и ваше внимание, в частности, привлекает мешочек, лежащий на одной из книжных полок. Он содержит какие-то округлые предметы. Иоганн, почему бы тебе не купить книгу? Пытать свою ловкость. Возможно, он не заметит. Схватить мешочек. Но у меня ловкость высокая. Испытаю. Я стал умнее. Опа, 250, ништяк. Вы хватаете мешочек, и на счет 1-2 он уже у вас в рюкзаке. Со стороны это должно быть выглядело так, как будто вы почесали свои... неважно. Во всяком случае, ваше движение не вызвало ни малейшего подозрения. Конечно же, в мешке были пропавшие шарики. Класс, старички будут довольны. Все, книгу получил. Шарики получил. Только зачем мне им помогать? Ну ладно. Он всегда был такой придирка. Так, как дела? Спрашивает Жан-Поль. Его голос выдает нетерпение. Удалось вам найти наши шарики? Получилось, кричите вы. Вы не представляете, чем мне пришлось заниматься. 400 опыта дали. Вы достаете набор шаров. Пожалуйста, говорите вы. Его глаза чуть не вылазят из орбит. Мондье, выплевывает он, попадает всем окружающим. Это они. Наконец-то мы избавлены от необходимости в 100-й раз выслушивать про великие подвиги дедушки Морриса во время наполеоновских войн. И вот он лучше всяких слов убеждает, что он действительно дошел до ручки. А мне никогда больше не придется внимать историям о похождениях твоего лейтенанта. Не остается в долгу Моррис, сверкнув глазами на Жан-Поля. Но не будем терять времени, начнем игру, восклицает Жан-Поль. Ладно, только играйте потише. Но круче всего мы подшутили.
над одним лейтенантом. Был такой Значит, это... Что значит? Я хотел сказать, что тут все нормально. В конторке шары воруешь, а книгу через него, только через диалог получаешь, как я понял. Так, и с этими я загрузился на самом деле. Чтобы в диалоге не сказать им, типа, играйте, а что-то другое. Там вот было написано, но я... А вот, кстати, эти шарики, знаменитые шары. Глупая игра, в которой вы бросаете один шарик в другой шарик. С ума сойти, неужели кому-то это и нравится? Ладно, каждому свое, я предпочитаю керлинг. А керлинг это такое же дерьмо, там что-то бросаешь и скользит какая-то фигня, насколько я помню, по льду. Так, получилось, но я понимаю, прерывает Жан-Поль, но единственный способ, который мы можем выразить нашу благодарность, он смотрит на вас, это сыграть с вами раунд в шары. Его лицо выражает гордость и удовлетворение. Сыграть раунд? Задыхаетесь вы. Вам очень хочется послать все к чертям. Я рвал себе задницу, таскался за этими чертовыми шарами, и все ради этого? Надо было загнать их Рене. Не переживайте, мсье, говорит Жан-Поль, хлопая вас по плечу. Я могу дать вам слово, что вы не пожалеете. Благодаря этой игре Моррис был мастером по метанию гранат в Первую мировую. Я уверен, вы многому можете от него научиться. Ладно, давайте играть. Ну, что вы скажете теперь? Жан-Поль с гордостью разминает ноющие кости. Не говорил ли я вам, что от нас можно многому научиться? Спрашивает он, заговорщически подмигивая. Остальные от души хохочут. Жан-Поль отворачивается от вас, хлопает по спинам своих партнеров и возвращается к игре. Ну ладно, предположим, что оно того стоило. Эта фигня вроде повышает... Да, вот граната у меня один. А у этого нет. У меня граната. Если вы обожаете смотреть, как все вокруг взлетает на воздух и рассыпается на мелкие куски, тогда вы сделали идеальный выбор. Бросайте и любуйтесь, как все вокруг в ужасе разбегаются. Или все вокруг. Полезно, когда перед вами особенно большой бункер или назойливый танк. Способность бросать гранаты. Так. он, как обычно, берет ножницы А и... здесь и у этого уровень, да? У него рукопашный бой, холодное оружие. Ему бы. С другой стороны, блин, смотри, вот. Осталось чуть-чуть, и все ништяк. И тогда я смогу нож. С другой стороны, надо ли ему это? Потому что, ну, блин, на всякий случай. Раз я уже силу вкачал. Да, пусть будет. Я уже качал один раз, поэтому качаю второй раз. Все. А теперь я могу нож использовать. Ну, только надо будет навык этот вкачать. Мы, кстати, вдвоем с ним воры. Интересно получилось. Так, о себе я могу что, быстрая атака. Что-то не успел ваш враг подумать о том, чтобы сделать вам больно. Вы уже сломали ему нос коварным хуком слева. Но помните, может оказаться, что вы единственный человек, стоящий на ногах во всей округе. Позволяет быстрее атаковать в рукопашной. Починить. Кто-то ломает, значит кто-то должен начинить. Пришла ваша очередь заняться починкой. Приступайте к работе и попытайтесь не запороть все окончательно, как в тот раз. Способность чинить сломанные механизмы оружия. Типа уже окончательно сломанные, да? А как часто здесь появляется такое, интересно? Смотри, дымовая завеса. Как говорится, с глаз долой, сердца вон. Пожалейте ваших врагов и скройтесь в облаке густого дыма, чтобы они вас не видели. Способность спрятаться под дымовой завесой. Требуется дымовая граната. Я видел, да, у торговца. То есть без этого навыка дымовая завеса эта граната бесполезна? Или как это понимать? Оглушение появилось. Вы держите в руке волшебную дубовую палочку, которая может надолго отправить врага в страну снов, и пробуждение будет не из приятных. Перед использованием снимите с головы противника каску. Магия не работает сквозь металл. Способность временно оглушать близстоящего противника. Но оглушать смысла нет. Тут надо убивать быстро. Дымовая завеса, ну, наверное, тоже пока не особо понятно, зачем это. А вот ловкость. Себе вкачать ловкость, вот я думаю, надо. Может быть и выносливость даже, чтобы здоровье поднять.
Хотя... Не знаю, не знаю. Ладно, на начальных уровнях. Ладно, пока ловкость. Рукопашный бой не буду качать. Пока что. Или вкачать, как думаешь, ну чтобы я и то мог сделать. Всякое может быть. Не, вкачаю ловкость. Оп, защищенность 5 стала. Отлично. У этого -1. Дерево. Вы приближаетесь к дереву посреди главной площади. Порода вам неизвестна, и вы не можете сказать о нем ничего конкретного, кроме того, что оно большое, у него есть ствол, а ближе к вершине оно покрыто целой кучей этой, как ее там, зеленой штуки. Листва называется. Подойдя ближе, вы слышите карканье вороны, обыкновенной. Каркает она наверху, во все воронье горло. Потрясти дерево со всей силы. Залезть на дерево. Каркнуть в ответ. Каркну в ответ. Вы набираете в грудь воздуха и пытаетесь произнести самое распространенное слово в вороньем языке. С каким же изумлением вы слышите, что вместо обычного кра у вас получается кроп. Орете вы до тех пор, пока ворона не замолкает в священном ужасе от вашей гениальности. Вы пробуете еще раз. Кроп. Думаете вы, неплохое слово для обозначения вселенной. Хватит кропкать. Ой, то есть каркать. Бред какой-то. А если потрясти? Вы обхватываете руками ствол, напрягаете мускулы и трясете изо всех сил. К сожалению, единственным результатом этого становится множество насекомых, падающих вам за шиворот. Но достаточно, прекрати это. Оставь дерево в покое. Ладно, давай залезем. Благодаря вашей ловкости вы забираетесь немного вверх по стволу, но, поразмыслив чуток, решаете, что в конце концов не сидеть же всю войну на дереве. Вы спускаетесь вниз. Но это было весело. Интересно, реально благодаря моей ловкости или это просто текст такой? Так, и что я хотел? Мне нужно отдать книгу этому дебилу. Иди сюда. Так, недавно мне довелось наткнуться на редкую книгу, совершенно случайно. Я подумал, что она могла бы вас заинтересовать. 100 опыта дали. Альфред с любопытством окидывает книгу взглядом, а затем берет ее в руки. «Чудно, чудно», — говорит он, — «великолепнейший труд. Я искал эту книгу годами. Это великий Иоганн ван дер Моо, никто иной, знаменитый голландский автор и, осмелюсь сказать, фактически отец современных удобрений. Он переворачивает обложку и читает заглавие, зачарованный. «Да», — восклицает он, — «это его революционная работа, органолептическое исследование структуры и консистенции органических удобрений, именно то, что нужно», — восторженно завершает он. Он поворачивается к вам и спрашивает: «Как я могу выразить вам свою признательность?» Слова, о которых мечтает каждый герой. В общем-то, это не важно, но могу ли я взглянуть на то, что осталось от вашей машины? Может быть, найдется что-нибудь полезное? 200 опыта дали. Мне так жаль, в его с этого не слышится профессиональная скорбь. «О, мне так жаль», — повторяет он, смакуя уныние в собственном голосе. «Все, что осталось от моего старого катафалка, светлая память». Следует неловкое молчание, однако, увидев, что ваша рука потянулась за книгой, он быстро продолжает: «Но я забыл про мою запасную часть. Она старая, но в хорошем состоянии». И затем с такой помпой, как будто он все время знал, что только ради этого вы и приходили, он добавляет: «И совершенно случайно она у меня с собой. Вот, пожалуйста». И он передает вам чудесный, хотя и не слишком новый сальник. Этого-то мне и не хватало, а теперь ходу отсюда. Сальник. Сальник из альфредовой машины выглядит довольно пригодным к употреблению. Должно быть, Альфред хорошо заботился о своей машине. Хотя, с другой стороны, куда ему было ездить? Кладбище-то сразу за мостом. Так. Теперь, как я понимаю, к этому рука соскользнула у него. Так, что там? Что за Фургон. Иоганн, ты не попробуешь починить ее? Кстати, тут можно попробовать попросить кого-то починить, насколько я помню. Но это будет меньше опыта. Может быть, стоит поискать механика. Так. Во. Я сначала я поговорил с шофером. Ну как поговорил? Я просто к нему подошел и все. И вышел из диалога потом. Снова подошел к машине. И появилась новая реплика. Есть, кричите вы шоферу. Я достал сальник.
Появилась реплика. 100 опыта. Вы аккуратно меняйте сальник. Вот, если Иоганна попросить, меньше опыта дадут. Вы аккуратно затягиваете гайки, и в скорости ваш слух услаждает веселое фырканье вернувшегося к жизни транспортного средства. Истинный шедевр передовой французской технологии в сочетании с не менее передовой фантазией. Да, вот так-то. О, мсье, восклицает французский шофер, тая от восторга. Я вам бесконечно благодарен, лепечет он в умилении. Или так, лепечет в умилении. Если мсье когда-нибудь понадобится транспорт, приходите, не стесняйтесь. Всегда пожалуйста. Не думайте, не постесняюсь. Вообще, что писали здесь? Так, я же тут шары отдал, да? Вот, дело сделано. Босс вернул шарики французам. К сожалению, оказалось, что единственное проявление благодарности, которое они могут себе позволить, это сыграть с нами на прощание. Босс не определенно слишком доверчив. Теперь, когда я об этом знаю, я смогу обратить это себе на пользу. И тоже записал это в журнал, дебил. Удобрения доставили. Альфред получил этот шедевр голландского мастера Иоганна ван дер Мо, озаглавленный так-то. Оказывается, это книга его мечты, он сам так сказал. Так, сальник тоже получил. И починили машину. В любом случае, мы не можем уехать, пока босс не снабдит меня фальшивыми бумагами, иначе наше путешествие закончится у первого же шлагбаума. Так. Теперь больше стаккато. Ну, я думаю, кто здесь из них шарит? Шеф, подожди. А чё вот с этой, кстати? Мне назначена встреча с лучшим грудом. Просто о ней есть запись в журнале, а на самом деле смысла в этом нет, походу. Так, у меня есть определенная проблема. Что-нибудь закажу. Так. Информацию. Рене окидывает вас взглядом, бла-бла-бла. В таком случае так, запугать. Послушай, я все знаю о твоих делишках с фашистами. Рене негодует и пытается отрицать, но вы не даете ему сказать ни слова. Как ты думаешь, рычите вы, как коммунистическое сопротивление воспримет новость, что француз, хозяин кафе, привечает у себя немцев? Он с треском захлопывает отвисшую челюсть. «Мсье этого не сделает», — говорит он с выражением ужаса, застывшего на лице. «Я это сделаю, Рене, поверь мне, я сделаю это. Можешь быть уверен», — говорите вы с циничной улыбкой. «Ладно, ладно», — бормочет Рене, — «спрашивай, что тебе нужно». А, видишь, раньше не работала эта фигня. По сюжету продвинулся, выполнил некоторые задания и, пожалуйста. Но вот задание у игроков, например, не обязательно было выполнять. Это типа дополнительное задание, которое дало навык гранат. Прикольно. У меня проблема, вы смотрите на Рене. Мне нужны фальшивые бумаги для Иоганна. Рене хмыкает, меряя Иоганна взглядом. «Для этой пьяни?» – изумленно спрашивает он. «Хорошо», – он улыбается. Так, слушает как следует. «Мой не будет повторять это свой раз», — говорит он, потом вдруг осекается и быстро оглядывается по сторонам. «Выйдите из города мимо замка, Выйдите из города мимо замка, в котором вас держали. Кстати, можно ли туда вернуться за сыром? Ну, наверное, солдат уже не впустит. И продолжайте идти той же дорогой. А, вот где лес был, я проверял же там уже. Вы попадете в маленькую рощу. Там есть охотничья хижина. Назовите мое имя, и к вам выйдет участник сопротивления». Только на его лице возникает отблеск какой-то беспокойной мысли. «Здесь есть un petit problème». Ладно, хватит парить мне мозги, рожай уже. Насколько велика эта твоя аппетит проблем? Ну, размером примерно с дюжину или больше немецких солдат, сдается он. Они там проводят какие-то боевые учения, и, как бы это сказать, похоже, они стреляют во все, что шевелится. Неловкое молчание. «Но все, что тебе придется сделать, — продолжает Рене, — это избавиться от них, и путь свободен». Обалдеть. Я так и знал, что не все будет так легко. Пойду достану себе что-нибудь огнестрельное. Вы уже готовы покинуть бар, хорошенького понемножку, когда Рене внезапно хватает вас за плечо. «Эй!» — он наклоняется к вам и добавляет шепотом. «К сожалению, недостаточно знать, где можно найти агента сопротивления. Тебе придется еще выяснить их тайный пароль». При виде вашего выражения лица он быстро продолжает. «Эй, ты не понимаешь, они же вроде как партизаны, у них должен быть тайный пароль.
Или ты думаешь, что они в игрушки играют? Кипятится он. Ладно, я понял. Где я могу узнать пароль? Понятия не имею. Ухмыляется он, явно довольный. Понятия не имею, повторяет он счастливым голосом. Видишь ли, есть вещи, о которых даже бармен не имеет понятия. В свое время я не стал забивать себе голову этой информацией, и это было весьма разумно, сообщает он, протирая стакан, запачканный какой-то фиолетовой дрянью. Поскольку я хотел быть несколько защищен от людей вроде тебя, которые ходят вокруг и пристают к честным людям вроде меня, не давай им ни минуты покоя. Ладно, я понимаю намеки. Поищу его сам. А кто из них всех может... Давай к Альфреду подбегу сначала. Альфред. Потому что рука Так, в общем, я просто хотел спросить... Так, хотел бы связаться с сопротивлением, тихо говорите вы, оглядываетесь по сторонам. «Мсье!» — восклицает Альфред с некоторым испугом в голосе. Мгновение спустя, пристально вас разглядывая, он спрашивает: «Но почему мсье решил обратиться с этим ко мне? Вы понимаете, что он явно что-то знает, но боится сказать. Вам придется вести себя с ним осторожно, чтобы не спугнуть его и в то же время вытянуть какую-то информацию». Ну, я главным образом исходил из принципа, что сопротивление поставляет вам клиентов, а вы, в свою очередь, можете что-то о нем знать. фальшивил в последнем фа. 50 опыта дали. Это правда, он широко улыбается. Хоть и ненадолго, маска усталого спокойствия спадает с его лица. Однако он быстро берет себя в руки и, обведя глазами гробы, опять возвращается к своей траурной медитации. «Это правда», — повторяет он, на этот раз очень грустным голосом. «Но не так-то просто связаться с сопротивлением. Я бы предложил мсье первым делом побеседовать с Рене, владельцем местного бара», — говорит он, показывая рукой на направлении кафе «Аннет». «Ладно, тогда я поговорю с Рене». «В смысле? Я же уже поговорил с Рене». Сопротивление. Босс чудо, он выспрашивал у Рене насчет моих документов. Значит, он все-таки оценил, наконец, мои тяжкие труды по поведению дневника. Он знает, что я ему еще пригожусь. Но к делу. Итак, бармен поможет нам связаться с сопротивлением. Нам нужно отправиться к лесной хижине по той дороге, которая ведет к замку. Там нас будет ждать парень, который поможет с фальшивыми бумагами. И наконец-то мы сможем покинуть эту дыру, как два пальца. Единственная проблема может состоять в группе нацистов, которые устроили маневры в том районе и стреляют во все, что движется. Я не знаю, как мы доберемся до места. Дело выглядит довольно-таки паскудно, и нам еще нужно выяснить тайный знак и пароль для связи с сопротивлением. А из Рене ни словечко не вытянешь на эту тему. Сказал, что не знает. Жаль, что мне не разрешили спросить его так, как спрашивают у нас в гестапо. Старый член. Как оказалось, один из людей, связанных с сопротивлением, это Рене, хозяин кафе на рыночной площади. Я думаю, надо его обработать насчет моих чертовых документов. Мы без них не сможем уехать. А я что-то как-то вперед этого дела спросил, да? Так, меня мучит одна мысль. С обычным своим бесстрастным видом Альфред поворачивается к вам. «Да, мсье», — произносит он, и вам вдруг кажется, что он несколько взволнован, хотя и пытается это скрыть любой ценой. Альфред? Взволнован? Должно быть обман зрения. Мне нужен пароль, чтобы связаться с сопротивлением. Похоже, я попал в нужное место. После этих нескольких самонадеянных слов Альфред смотрит на вас с новым интересом. Значит, Рене поверил тебе. Никому не обращаясь, говорит он. Ну-ну. Он пожимает плечом. В таком случае я тоже верю тебе. И я надеюсь, мы хорошо сработаемся, потому что, как я слышал, нам нужен храбрый человек для опасного задания. Заключает он, с любопытством разглядывая вас. Вам нужно что? Впрочем, неважно. Скажите мне пароль. Обреченно заканчиваете вы. 100 опыта. Альфред наклоняется вперед и на ушко информирует вас о том, как попасть к вашему связному, после чего сообщает пароль. Только мсье, помните, пожалуйста, если что-то случится, мы друг друга не знаем, говорит он в заключение, перед тем, как повернуться и величественно покинуть забитый гробами двор. Теперь я вспомнил, что мне не нравилось в конспирации. Иоганн, запомни пароль и пойдем. Запоминать не нравится ему. Тайный знак. Сегодня мы узнали, как можно встретиться с представителем настоящего сопротивления. Это истинные французы, и они ненавидят немецких оккупантов. Вроде меня, например. Надеюсь, они не слишком фанатично относятся к этому своему освободительному движению. Мы должны встретиться на закате у лесной хижины к западу от замка. Когда босс просвистит определенным образом, члены сопротивления предположительно возникнут из ниоткуда, то бишь из кустов, и мы сможем договориться. Босс уверен,
что они идеалисты. Я сомневаюсь, что они согласятся просто так сделать мне документы.